хотел бы говорить о силе Слова Божьего в нашей жизни. I want to speak on the power of the Word of God in our life. Именно записанного Слова Божьего. Exactly what is written in the Word of God. Если, может быть, кто-то помнит, в прошлый август, когда я к вам приезжал, я говорил о логос, да, то есть о рема, то есть сказанным Словом Божьим. If you remember, last August when I visited, I spoke about logos and rema, which is the spoken Word of God. В английском и в русском языке, там, где переведено Слово Божье, есть в греческом два разных слова. In the English and Russian version, where it says the Word of God, in Greek it has a meaning. Есть рема, когда Бог говорит, It has rema when God speaks, и есть логос, записанное Слово Божье. and logos is the written Word of God. И сегодня я хотел бы поговорить о логос, то есть записанным Словом Божьим, и какую силу оно имеет. And today I want to speak on logos, the written Word of God, and what power it holds. И вы знаете, друзья, в каком контексте я хочу это говорить? And you know what? In what context I want to speak on this? Я хочу говорить о том, как Слово Божье может влиять на наше мышление. I want to speak on how the Word of God can influence our mindset. Насколько оно должно изменять наше мышление. How it needs to transform our mindset. Почему? Why? Потому что Соломон сказал, что каковы мысли в душе его, таков и он. Because Solomon said that the way that my thoughts are, that's how he is. То, как мы думаем, определяет нашу жизнь. The way we think is how we live our life. И вы знаете, друзья, как важно, чтобы мы мыслили так, как мыслит Бог. And it's very important that we think the way God thinks. Какое-то время назад я был на молитвенном служении, я люблю ходить на молитвенные A time служения. ago, I was at a prayer and I love visiting prayers. И было такое слово сказано, And there was a word said. пророческое слово, и такие слова были. It was a prophetic word, and it was the following words. Мои люди сегодня просят у меня больше денег. My people today are asking for more finances, money, Они просят больше дома и лучше работы. better homes and better jobs. И делают они это, потому что они себя сравнивают с людьми вокруг них. And they're doing this because they want to be like other people. А потом были такие слова, какая мерзость. But then there were words, how foolish. И я подумал, является ли это мерзостью для меня? And I thought about it, is it really an abomination for myself? С одной стороны, ну что плохого иметь лучший дом? And in other ways, I'm thinking, what is so bad about having a better home? Как часто мышление этого мира проникает в наш разум. How often the mindset or the thoughts of this world just go deep into our brain. И мы даже не замечаем, насколько мы преобразовываемся в этот мир. And we don't even notice how we are transformed into this world. Мышление этого мира проникает в нас часто, даже помимо того, что мы этого замечаем. And the mindset of the world, it transforms us and we don't even notice it. И поэтому апостол Павел в Римлянам 12 главе 2 стихом написал: And therefore in Romans, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». in Romans 12:2 it says, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. То есть не будьте похожими на этот мир, но изменяйтесь. Ваша жизнь должна изменяться посредством обновления ума. In other words, don't be like this world, but you need to constantly be changing and in accordance to the renewing of your mind. Все начинается с того, как мы мыслим. It all begins of how we think. И когда происходит обновление нашего ума, приходит преображение, то есть изменение нашей жизни. And when a transformation happens in our mind, a renewing happens in our life. И вот я, размышляя об этом, я пришел к выводу, что есть несколько путей, как наш разум может And I преображаться. was thinking about this, and so I realized there's many ways how our life or our mindset can be transformed. Во-первых, это времяпровождение в Божьем присутствии. First of all, it is the time spent in the presence of God. Дух Святой имеет силу обновлять наш разум. Holy Spirit has the power to change our mind. Во-вторых, это Слово Божие, когда мы читаем, оно имеет огромную силу изменять наше мышление. Second of all, this word of God that is written, it has the power to transform our mindset. И я хотел именно об этом бы сегодня поговорить. And this is what I want to speak on И today. в послании к Евреям 4:12. And in Hebrews 4:12, «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные».
For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. То есть логос, здесь именно стоит слово логос, записанное Слово Божье, So оно logos, имеет the written word огромную of God, силу. it has an amazing, enormous power. Оно имеет огромную силу проникать в самую нашу глубину. И что оно делает? And it has the power to dive in deep into our very own being. And what does it do? Оно судит помышления, наши мысли It и намерения judges сердечные. the thoughts and attitude of our heart. Намерения – это мотивы. What we want to do is our motives. То есть Слово Божье проникает в самую глубину, и оно судит мысли и мотивы. So the word of God, it goes deep into our soul, the very deep, and it judges the attitude and the thoughts. Потому что это основание всего, наше мышление. This is where our thoughts come from. И я хотел бы сегодня, друзья, вот на примере из Библии показать, что, вы знаете, друзья, что Слово Божье имеет огромную силу только тогда, You know that the word of God has an enormous power only then когда мы не просто читаем и не просто слышим его, when we don't just read it or hear it, но именно исполняем. but when we fulfill it. Только тогда Слово Божье Only имеет then способность обновлять наше The word of мышление. God has the ability to transform our mindset. Смотрите, давайте посмотрим вместе с вами 23 глава Царств, с 1 по 14 стих. Let's look at 2 Kings chapter 23 verses 1 through 14. История о Иосии. This is a story of Josiah. Он воцарился, когда ему было 8 лет. He became a king when he was only 8 years old, Написано, в 18-й год своего правления and when he was 18 years in his reign, он отдал приказание, чтобы восстановили храм. he gave a command to restore the temple. Во время восстановления храма And while restoring the temple, находится книга закона. there is the book of law. То есть люди потеряли Библию. In other words, the people lost the Bible. Был храм, все было, There но was a там было temple, everything запустение. was there, but it was torn down. И люди потеряли Слово Божье. And people lost the word of God. Я хочу, чтобы мы увидели результаты того, что произошло. And I want us to see the results of what happened. Когда находится Слово Божье, его читают перед царем, When there was the word of God and it's being read before the king, царь разрывает свои одежды. the king, he tears his clothing. И он собирает весь Израиль, всех старейшин, And he gathers all Israel and all the elders. и они заключают завет перед Господом. And they commit covenant with the Lord. Make a new covenant. И они заключают завет перед Господом служить Ему и восстановить то, что было утеряно. They make a new covenant to serve the Lord and restore that which was lost. Это 23 глава, 3 This стих. is 2 Kings chapter 23, verse 3. Потом встал царь на возвышенное место и заключил перед лицом Господним завет, последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета сего, записанные в книге сей. И весь народ вступил в завет. И дальше показано о том, что делает царь. And so verse 3 says, the king stood by the pillar and renewed the covenant in the presence of the Lord to follow the Lord and keep his commands, statutes, and decrees with all his heart and all his soul, thus confirming the word of the covenant written in the book. When then all the people pledged themselves to the covenant. So this is what it's saying. Мы дальше видим, как царь повелевает, чтобы началось очищение храма. Further, we see how the king is commanding to cleanse the temple. В нашем мышлении, в моем мышлении, когда я представляю храм, вот представьте себе храм. In my thoughts, when I imagine a temple, Святое место, a holy place, где люди приходят с благоговением приносить жертвы Богу. where people come to give offerings to God. Горит священный огонь, люди, The holy fire is burning and people там Божье присутствие, там живет Бог. are there and the presence of God is there and God lives there.
Но на самом-то деле мы видим совершенно другую картину здесь. But here we see a whole different picture. Вот что произошло, когда было утеряно Слово Божье. Here is what happened when the word of God was lost. Смотрите, 4 стих. «И повелел царь Хилкии первосвященнику и вторым священникам, и стоящим на страже у порога, вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала и для Астарты, и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и велел прах их отнести в Вифиль, и отставил жрецов, которые поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, и которые кадили Ваалу, солнцу и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному». Дальше 6 стих. «И вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрон, и сжег ее у потока Кедрон, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное, и разрушил дома блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты». В английском переводе «He broke down the houses of the male cult prostitutes, which were in the house of the Lord». Verse 4, the king ordered Hilkiah, the high priest, the priests next in rank, and the doorkeepers to remove from the temple all the temple of the Lord, all the articles made by Baal, Asherah, and all the starry hosts. He burnt them outside Jerusalem in the fields of the Kidron Valley and took the ashes to Bethel. He did away with the adulterous priests appointed by the king Judah to burn incense on the high places of the towns of Judah and those around Jerusalem. Those who burned incense to Baal, to the sun and the moon, and to the constellations, and to all the starry hosts. He took the Asherah pole from the temple of the Lord to the Kidron Valley outside Jerusalem and burnt it there. He ground it to powder and scattered the dust over the graves of the common people. He also tore down the quarters of the male shrine prostitutes that were in the temple of the Lord, the quarters where women did weaving for Asherah. То есть мы видим совершенно другую картину. Here we see a whole completely new picture. Мы видим, что в храме Господнем сильнейшее запустение. We see that the temple of God is just ruined. Мы видим, что стоят истуканы прямо в храме Божьем. There's other gods there. Не только истуканы, но мы видим, что там дома блудилищные стоят. And we see that there were adulterers there. Прямо в храме Божьем. Right in the middle of the temple of the Lord. И что самое страшное, что люди в этом не видели ничего плохого. And the worst thing is that the people who were there, they saw nothing horrible about this. Только после того, как была найдена книга закона, царь начинает вот это очищение. Only after the book of the law was found, the king summoned to cleanse this. Это не пришло сразу, это был процесс. It didn't happen right away, it was a whole process. Один за другим цари отступали от Бога. One after another, the kings would depart from God. И с отсутствием Слова Божьего пришло и вот то, что мы видим. And because the word of God was absent, this is what we see. И для того, чтобы вернуть Израиль назад, царь, он собирает и начинает читать Слово Божье перед людьми. And in order to bring Israel back, the king, he begins to read the word of God before the people. Но он не только читает, он также принимает действия. But he's not just reading the word, he's also doing something. Для того, чтобы изменилось мышление, нужно действовать. In order for the mindset to be changed, there's something that needs to be done. Мы видим, что в конце его жизни весь Израиль обратился к Господу. We see that at the end of his life, all Israel turned back to God. Но это пришло потому, что он сделал конкретные реальные действия. Он But it очищал happened so Израиль. because he was doing something. И вся эта глава говорит о том, сколько много люди делали для того, и он очищал вот это все, весь Израиль. And in this whole chapter, it talks about what people have done wrong and what he was getting rid of and taking care of. Мы видим, насколько Слово Божие имело огромную силу для того, чтобы изменить всю нацию. We see what an enormous power the word of God had, and it was able to change the whole nation. В нашей жизни Слово Божие будет иметь столько силы, сколько мы будем его исполнять. The word of God in our life will have just as much power as we will be able to fulfill it. Я задаю себе вопрос, почему так много, часто христиане столько много слышат Слова Божьего? I ask myself why many Christians hear the word of God so much. А
а так мало изменяется жизнь. and yet their life is barely transformed. Если Слово Божье говорит, что это живой меч, оно живо и действенно, это огромная сила, почему оно не изменяет нас? If the Word of God is saying that this is like a living sword, that this needs to be transforming us, why is nothing happening? Потому что часто мы думаем, это для кого-то другого, это не для нас. We often come to think that this is for someone else, this is not for us. Иисус Христос сказал в Иоанна 14:15, Jesus said in John 14:15, «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». if you love me, keep my commands. Еще одна интересная, очень знакомый нам очень стих показывает нам, насколько Слово Божье способно изменять наше мышление. That's another verse that shows us that the Word of God is able to transform our mindset. Матфея 6 глава 19 по 21 стих. Matthew chapter 6, 19 through 21. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal, but store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. То есть, что говорит Иисус Христос здесь? So what is Christ saying here? Он говорит, я даю вам слово, He says, I'm giving you the word. собирайте себе сокровища на небесах. Gather for yourself in heaven, treasures in heaven. Понимаете вы этого, не понимаете, согласны, не согласны, исполните это. Do you understand it or not, regardless if you're agreeing with this or not, do this. И когда вы это будете делать, And when you do this, произойдет обновление вашего ума. your mind will be transformed. Что-то произойдет с вами, и ваши Something will happen to ценности you, изменятся. and everything will, what you value will be transformed. То, что вы сделаете, то, что вы послушаетесь меня, то, что я вам говорю, изменит вас. If you obey and do what I tell you, you will be changed. Именно исполнение Слова Божьего приносит к обновлению нашего The мышления. fulfillment of the Word of God is what brings transformation to our mindset. И тогда наши все ценности, они на небе, они на земле. And then everything that we value is in heaven, not on earth. Когда мы имеем больше там, чем мы имеем When we have здесь. more there than what we have here. Это не какая-то теория, это практика. This is not a theory, this is what comes into practice. Апостол Павел пишет к римлянам, ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. In Romans, Apostle Paul writes that those who live according to the flesh have their mindset on what the flesh desires, but those who live in accordance to the Spirit have their mindset on the Spirit desires. Это очень практическое послание сегодня, This is a друзья. practical message today. Мы приходим и мы слушаем Слово Божье. We come and we listen to the Word of God. У нас столько много возможностей есть. На YouTube всей жизни не хватит прослушать We проповедей. have so many opportunities on YouTube. If you listen to the sermons, you won't have, your lifetime will not be enough to listen to all of them. Я хочу призвать каждого из нас быть практическими христианами. I want to call us all to be practical Christians. Когда мы приходим в собрание, в церковь, When we come to this church, to the services, чтобы мы брали для себя 1 или 2 урока. that we would take at least 1 or 2 Не надо все. lessons. We don't need to take everything. Возьмите для себя, Господи, я сегодня буду стремиться прощать. Take it for yourself, Lord. Today I will learn how to forgive. На следующий месяц я буду вот это делать. Next month I will do this. Вот именно вот это я возьму из служения, и я буду его применять. This is what I will take out of this service and I will put it into work. Я буду практически это исполнять. I will practically fulfill it Потому что я хочу, чтобы Слово Божье изменяло меня. because I want the Word of God to transform me. Когда я читаю Слово Божье, и что-то ко мне говорит, And when I read the Word of God and something speaks to me, я не буду просто говорить, о, хорошее место, I'm хорошая not just going to say мысль. this is a good place of Scripture, Но я должен применять его в своей but I will need жизни. to put it into practice in my life. И когда я буду его применять, And when I придет put it into обновление моего practice, мышления. My mindset will be transformed. И тогда я буду преобразовываться. And then I will be transformed. И я не буду похожим на этот мир. And I will no longer be like this world, Но я буду светом и солью в этом мире. but I will be the light and the salt of this Для world. того, чтобы быть солью и светом в этом мире, нужно, во-первых, по-другому думать. In order to be the light and the salt of this world, first of all, we got to think differently. Мы должны отличаться в нашем мышлении, во-первых. Our thoughts need to be different. И тогда мы будем отличаться во всем, что мы делаем от этого мира. And then we won't look like this world.